Трагедия изгнанничества или сохранение наследия великой культуры. Что такое эмиграция в русской литературе XX века? Попробуем разобраться. Любая национальная литература проходит примерно одни и те же эпохи, один и тот же путь, который можно условно изобразить как отталкивание от эпохи античности через средневековье, через эпоху Возрождения, которая открывает мир совершенно по-новому, открывает человека, загоняя себя в достаточно жесткие рамки классицизма, увлекаясь восторженным романтизмом, через серьезные открытия реализма мы подходим к веку XX. И вот здесь пути литературы расходятся. И 20 век нельзя исчерпать каким-то одним направлением или одним названием. И в русской литературе происходит то же самое. Декаданс, символизм, модернизм начинают возникать в начале 20 века. Но поворотной будет точка год 1917, когда пришедшие к власти большевики посчитали, что теперь они могут диктовать и литературе, какой ей быть. Происходит разворот буквально на 180 градусов, и литература становится служанкой идеологии и заходит в абсолютный тупик, который называется социалистический реализм. 70 лет соцреализма не дали сколько-нибудь значимых произведений для русской литературы, которые останутся на века. А в это время наступает первая волна русской эмиграции. Сразу после Октябрьской революции уезжают и маститые писатели, их мы назовем русской литературной эмиграцией, уезжают и совсем молодые, которые еще не начали писать, а они становятся писателями уже в другой и языковой среде, и самое главное, в другой культурной среде. Это, например, и Владимир Набоков, и Гайта Газдан. Они пишут по-европейски на русском языке. И в их произведениях как раз и проступают черты модернизма, особенно явственно. Приглашение на казнь Владимира Набокова можно почитать очень по-разному. Можно прочитать как антиутопию, можно прочитать как остросоциальные произведения. А мы попробуем сегодня посмотреть на него с модернистской стороны. Книга трансформируется в книгу. Вот как и название картины Сальвадора Дали, можно было бы описать приглашение на казнь. Начинается все с очень необычного эпиграфа. Эпиграфа, который принадлежит странному писателю, имя которого вы не найдете ни в одной литературной энциклопедии. Пьер де Лаланд, автор. В предисловии к английскому изданию Набоков пишет о единственном авторе, влияние которого он может признать. Это печальный, сумасбродный, мудрый, остроумный, волшебный и восхитительный Пьер де Лаланд, выдуманный мною. И все произведение тоже оказывается загадкой и выдумкой, немножко не настоящее. И первая страница не кажется настоящей. Сообразно с законом, Цинциннату Ц объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Единственная вина Цинцинната – его непрозрачность. Он непрозрачен в этом мире, в отличие от всех остальных персонажей, таких как у Сальвадора Дали. Но Цинциннат в ожидании смертной казни начинает думать, как ему скоротать время, что ему делать. И он начинает писать, но слова не складываются в единый текст. Любезность, вы очень, это еще нужно расставить, чтобы получилась фраза очень простая. Вы очень любезны. Но нет слов,
нет мысли. И мы будем наблюдать постепенное рождение мысли. С началом мысли Цинцинната больше похоже на поток сознания Джойса. А может быть, быстро начал писать Цинциннат на клетчатом листе. Я неверно толкую, эпохи придаю, это богатство, потоки. Мысль не уловить. Но дальше, на следующий день, он пытается их выстроить логически последовательно в какую-то цепочку. Свидание означает, по всей вероятности, что мое ужасное утро уже близко. На 8-й день Цинциннат пишет карандашом, укоротившимся более чем на треть, и здесь у него текст становится уже абсолютно внятный, и он пытается не просто выразить на бумаге то, что происходит вокруг, он пытается понять закономерность тех или иных явлений, он пытается вывести какие-то общие формулы. Потом в его речи, в его дневнике появляются отвлеченные понятия, например, отвлеченное понятие «холод», которое должно иметь форму моего тела. И последнее письмо Цинцинната – это уже настоящий художественный текст, потому что здесь рождаются художественные образы через логическую цепочку, через выявление закономерностей мы пришли к созданию целого художественного произведения. Слова у меня топчутся на месте, зависть к поэтам. Как хорошо должно быть пронестись по странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень, сняться и в синеву. День казни. Цинциннат идет по площади, и все вокруг начинает напоминать декорации, которые рушатся от одного дуновения ветра. Но он уже не просто непрозрачный человек, он человек, который умеет выражать свою мысль. У него есть мысль и слово. И он направляется в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему, непрозрачные. Но человек не только мыслит, он еще и чувствует, поэтому закономерно появление романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Первая его часть «В сторону Свана». Это произведение, где события выстраиваются последовательно, не в хронологическом порядке, а по потоку воспоминаний главного героя. Именно его личные ассоциации и оправдывают возникновение того или иного сюжета. Как, например, когда он пьет чашку чая с пирожным Мадлен, он вспоминает день из своего детства, который был много лет назад, который отпечатался в памяти и был знаковым и очень важным для него событием. Примерно так же построит свой отчасти модернистский роман «Вечер у Клер» Гаэта Газдана, имя которого в русской литературной эмиграции ставили рядом с именем Набокова. Роман этот рассказывает о человеке, который всю жизнь стремился к любимой женщине, Клер, и вот теперь, оставшись наедине с ней, он пытается вспомнить все свое прошлое и понять, как он оказался в этом настоящем. И это тоже последовательность событий, которые объясняются потоком воспоминаний нашего героя, потоком воспоминаний и его чувствами. Самым прекрасным, самым пронзительным чувством, которое я когда-либо испытывал, я обязан был музыке. И модернисты оказываются как раз близки именно музыке, потому что они пытаются подобрать слова к тому, что объяснить нельзя. Как нельзя нарисовать музыку, хотя некоторые пытаются, также нельзя к музыке подобрать слова. Хотя наш герой у Гаэта Газданова покорен музыкой, он находится полностью в ее власти. И то же самое происходит в рассказе Владимира Набокова, который так и называется «Музыка». Его герои не сидят и не слушают внимательно какой-то концерт, а возникшая мелодия уносит их в далекие воспоминания и заставляет прожить заново самый яркий роман, самые яркие страницы их жизни. Вот что рождает музыка. Даже у человека, который совершенно не наделен никаким музыкальным образованием. И это тоже путь модерниста – попробовать понять, как и что человек чувствует. Еще одна страсть
героя Гаиты Газданова, кроме музыки, снег. Когда он видит снег, он не может находиться в доме. Он должен выбежать на улицу и бежать сквозь этот снежный город. И тогда он встретит свою Клер, величайшее потрясение его жизни. Сам Гаита Газданов так определил свой немножко модернистский стиль в «Вечере у Клер». Память чувств, а не мысли, была неизмеримо более богатой и сильной. Это, между прочим, в традициях русской литературы, потому что в этих строчках реминисценция одного из стихотворений Батюшкова. Когда мы читаем романы Набокова и Газданова, мы можем понять, как должна была бы развиваться русская литература без вот того резкого поворота в 1917 году. И, наверное, появилось бы больше модернистских произведений, и мы больше узнали о внутреннем мире самого человека. Но, тем не менее, писателям русского зарубежья удалось выстроить мост между Западной Европой и русской литературой, при этом абсолютно не разрывая связь с классической русской литературой. Литература XX века кардинально отличается от литературы века XIX. В XIX веке писатель для читателя в первую очередь учитель, наставник, советчик, даже воспитатель. А в XX веке роли меняются, и писатель уже сам ищет своего читателя, он предлагает ему очень сложную и тонкую интеллектуальную игру. Он ведет его по лабиринтам своих мыслей и чувств. Однако эта идея возникла не в XX веке, а задолго до того. Еще в начале XIX века Николаю Михайловичу Карамзину была близка концепция искусства как игры. Это у него мы читаем «Но я забылся», «Карты на столе». Во что же мы будем играть, милостивые государи? Когда я смотрю на эту картину, я думаю, что это человек-загадка. Как вы думаете, о какой картине можно так сказать?